Теперь Украина. Так сложилось, что февраль стал в определенном смысле судьбоносным месяцем в истории современной Украины. 21-22 февраля 2014 года. Помните, страна пережила государственный переворот, в результате которого, вопреки гарантированным международным сообществом в лице ряда европейских стран договоренностям, к власти в Киеве пришли радикалы, националистски настроенные силы. Спустя почти год, 12 февраля 2015 года в Минске участниками контактной группы был согласован и подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений, одобренные лидерами Нормандской четверки, резолюции 2202 Совета Безопасности ООН и поддержанные в заявлении председателя СБ от 6 июня 2018 года. Документ мирового значения в том смысле, что не только вовлеченные в разрешение и в содействие разрешению ситуации на Украине, но и весь мир говорит о безальтернативности этого документа. Он признается всеми сторонами в качестве, опять же, безальтернативной основы урегулирования конфликта в Донбассе. Предусматривает обязательства сторон, а именно Киева, Донецка и Луганска, по осуществлению взаимных шагов в области политики и безопасности, гуманитарной, социально-экономической сферах. К очередной годовщине подписания Минских договоренностей спецпредставитель США по украинскому урегулированию господин Волкер, который вообще не имеет никакого отношения ни к истории выработки этого пакета документов, к реализации, не входит ни в какие группы. То есть человек абсолютно отстраненный, недавно назначенный, но чувствующий, видимо, в себе большой потенциал и творческую энергию. Он опубликовал в своем блоге, в аккаунтах некую таблицу, призванную продемонстрировать то, теперь внимание, как Россия не выполняет свои обязательства по Минским договоренностям. Вот понимаете, знаете, глупость – это плохо, но еще хуже глупости – глупость с инициативой. Вот мне кажется, мы в данном случае имеем именно этот пример, потому что если бы господин Уокер просто положил перед собой предмет, о котором написал, он бы просто понял, что про Россию там, в общем-то, и не сказано. Там сказано и об обязательствах сторон, а именно Киева, с другой стороны Донецка и Луганска. Но это, видимо, от американского представителя пока скрывается. Я думаю, что мы восполним пробелы. Также вот было очень много вопросов от представителей средств массовой информации. В Вашингтоне объявили о запуске некого интернет-ресурса, который тоже будет рассказывать о невыполнении России своих обязательств, нарушениях и так далее. Мы прекрасно понимаем, зачем и почему именно сейчас все это запускается. Мы видели сейчас турне кандидатов в президенты по Соединенным Штатам Америки, часть предвыборной программы, даже вопросов нет. И поэтому то, что подобные сайты появляются сейчас, тоже не новость. Но ведь нам только дай повод, поэтому нам есть что ответить. Сегодня мы тоже запустим и таблицы, и материалы. Может быть, не были бы столь подробно сегодня, не стоило бы столь подробно останавливаться на этой теме, но господин Уокер нас заставил. А мы не любим, когда нас долго просят. Так вот, еще раз. В Минских соглашениях нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах России. Попытки подтасовать факты, переложить на нашу сторону ответственность за пробуксовку и невыполнение Минских соглашений на самом деле работают в очень понятном и конкретном русле. Они подталкивают украинское руководство к новым авантюрам, отдаляют реальную перспективу урегулирования и соответственно, просто обрекают жителей Донбасса на новые страдания. Итак, мы, как я и сказала, без ответа выпады или припады, даже не знаю, господина Уокера не оставим. Мы публикуем сегодня, я кратко остановлюсь на контртезисах, которые были выдвинуты американской стороной. Итак, попунктно пройдемся по Минским договоренностям. Пункт
1. Не буду пункты Минских договоренностей перечислять и зачитывать подробно, пунктирно буду их напоминать и рассказывать о том, как обстоят дела на самом деле с их выполнением. Итак, пункт 1 Минских договоренностей. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах и так далее. Что мы имеем на сегодняшний день? Активные боевые действия прекращены, однако режим прекращения огня не соблюдается. С января по 10 февраля 2019 года специальная мониторинговая миссия зафиксировала свыше 29 тысяч нарушений режима прекращения огня. Из них взрывов порядка 5 тысяч. И вооруженные силы Украины лидируют по количеству обстрелов. Когда на основе отчетов СММ можно определить стрелявшую сторону, 784 случая против 421 у ополчения в пользу, опять же, украинской страны. Украинские силовики осуществляют такое, знаете, ползучее наступление в серой зоне на линии соприкосновений и занимают населенные пункты. Так, в конце декабря 2018 года советник президента Украины Бирюков отрапортовал, что вооруженные силы Украины заняли почти всю территорию серой зоны. Ну, видимо, это часть тоже важного аспекта предвыборной программы. Просто дело в том, что это прямо противоречит Минским договоренностям. С 2015 года ВСУ пошли в наступление и вошли в населенные пункты Широкино, Виноградная, Павлополь, Пищевик, Гнутово, Травневое, Кладосово. В 2018 году Новолуганская, Авдеевская промзона, Золотое 4, Южная, Рассадки. Украинская сторона по-прежнему не соблюдает согласованные в контактной группе перемирия. Всего они объявлялись 14 раз, включая нынешнее новогодно-рождественское перемирие с 29 декабря 2018 года. Киев уклоняется от согласования в контактной группе дополнительных мер по деэскалации, включая запрет на диверсионную деятельность. Это реальная обстановка. Следующий пункт 2 Минских договоренностей. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равное расстояние и так далее. Что происходит на самом деле? Донецк и Луганск досрочно, а Киев с некоторым опозданием объявили о завершении отвода вооружений. Но нередко отмечаются факты их отсутствия в местах хранения. В динамике за 2018 год больше у вооруженных сил Украины. По вине Киева фактически была сорвана реализация рамочного соглашения о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. Эти договоренности были также единодушно поддержаны лидерами стран Нормандской четверки на саммите в Берлине 19 октября 2016 года. Бойкотировав разведение в станице Луганской, вооруженные силы Украины вернулись и укрепляются на позициях в населенном пункте Петровское, Золотое, где ранее этот процесс был успешно осуществлен. Мы очень надеемся, что американская сторона передаст эти материалы господину Уокеру. Пункт 3 Минских договоренностей гласит: обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня и так далее. Что на самом деле? Специальная мониторинговая миссия осуществляет мониторинг ситуации в Донбассе. Там трудятся свыше 6 сотен наблюдателей миссии. Препятствия мониторингу случаются по обе стороны от линии соприкосновения. С января по 10 февраля текущего года вооруженные силы Украины лидируют по препятствованию беспилотным летательным аппаратом специальной мониторинговой миссии. 10 случаев против 5 у ополченцев. Из них над подконтрольной вооруженным силам Украины территории 7 фактов глушений беспилотных летательных аппаратов специальной мониторинговой миссии дальнего радиуса действия, а у ополченцев 3. То есть опять лидеров нарушений Минских договоренностей это украинская сторона в виде киевского режима. Вооруженные силы Украины препятствуют мониторингу вблизи железнодорожной станции в Донбассе, через которую осуществляется подвоз тяжелых вооружений. Константиновка и другие. На подконтрольной Киеву территории целые районы закрыты от доступа специальной мониторинговой миссии под предлогом минной угрозы. С начала 2019 года специальная мониторинговая миссия более 30 раз посещала
пункты пропуска на российской границе. Идем дальше. Пункт 4 Минских договоренностей гласит: в первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и так далее. Теперь реалии. Киев избегает прямого диалога с Донецком и Луганском в контактной группе по политическим вопросам, отвергает компромиссные предложения по модальностям выборов в Донбассе, настаивая на выгодных ему условиях, позволяющих де-факто закрепить свой контроль над политическими процессами и их результатами в Донбассе. Киев и кураторы западные киевского режима под разными предлогами периодически будируют тему ввода в отдельные районы Донецкой и Луганской областей международных миротворческих или полицейских сил с правом организации и администрирования местных выборов. Еще раз хотелось бы сказать, что все-таки на столе есть дорожная карта в виде Минских договоренностей. Итак, пункт 5. Минского пакета гласит: обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и так далее. Реалии. Закон о недопущении преследований и наказания лиц, участников событий на территории Донецкой и Луганской областей, принят Верховной Радой Украины 16 сентября 2014 года, но до сих пор не вступил в силу. Киев отказывается амнистировать ополченцев Донбасса по аналогии с революционерами Майдана. Пункт 6 Минских договоренностей. В нем сказано: обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Реалии. До сих пор процесс обмена не завершен. Последний и самый масштабный за все время конфликта обмен состоялся 27 декабря 2017 года в Донецке и Луганске. Туда вернулись 231 более 230 человек, вернулось, по-моему, 231, а в Киев более 70, вот по моим данным, 73 человека. Обменный список, я подчеркиваю, мы об этом очень подробно говорили год назад, обменный список был больше, но в последний момент Киев исключил из него свыше 70 человек, в том числе 23 человека, граждане России, все они были согласованы лично Порошенко, а один из них, я подчеркиваю, Валерий Иванов, в декабре 2018 года скончался от пыток в колонии подо Львовом. Представители Украины отказываются согласовывать в контактной группе вариант обмена по формуле всех установленных на всех установленных. Пункт 7 Минских соглашений, Минских договоренностей. В нем сказано: обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи, нуждающимся на основе международного механизма. Теперь что обстоит на самом деле по этому вопросу? Всему этому препятствует полная транспортная, экономическая, продовольственная и социальная блокада киевским режимом Донбасса. Для недопущения гуманитарной катастрофы в регион поступает гуманитарная помощь из России. Гуманитарные конвои МЧС по состоянию на февраль 2019 года, их направлено 84 колонны с гумгрузами общим весом свыше 78 тысяч тонн. Украинские пограничники и таможенники принимают участие в досмотре этих конвоев. Это подтверждают наблюдатели ОБСЕ на российских погранпунктах Гуково и Донецк, приглашенные Россией в качестве жеста доброй воли. Специальная мониторинговая миссия наблюдает за прохождением конвоев и распределением гуманитарной помощи в Донбассе. С подконтрольной Киеву территории Украины через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Новотроицкой в регион также поступают гуманитарные грузы по линии Международного комитета Красного Креста. Следующий, 8 пункт. Определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплаты пенсий, иные выплаты и так далее. Я думаю, что никакие сухие факты не смогут передать то, что на самом деле происходит на Земле. И те страдания, которые испытывают люди и испытывали бы, если бы не та помощь, которая им оказывается со стороны России. В
в том числе по линии неправительственных организаций, гуманитарных структур и просто людей, которые не безразличны к судьбе жителей Донбасса. Но без фактов тоже нельзя обойтись. 1 марта 2017 года украинские власти ужесточили и узаконили социально-экономическую блокаду Донбасса, де-факто установленную ими еще в 2014 году. 15 марта 2017 года решением Совета национальной безопасности и обороны установлена транспортная блокада Донбасса. Банковская система региона не восстановлена. Это несмотря на то, что западные кураторы киевского режима практически лично гарантировали, что она будет восстановлена. Такие обязательства они на себя взяли. Международный механизм для облегчения переводов не создан. Не получила развития и франко-германская идея запуска пунктов мобильного банковского обслуживания вдоль линии соприкосновения. Именно об этом я и говорила. Украина отказывается от перечисления пенсий, социальных пособий жителям Донбасса. Получение этих денежных выплат возможно только на подконтрольной Киеву территории и обусловлено формированием статуса внутренне перемещенного лица. Жители Донбасса вынуждены простаивать огромные очереди на линии соприкосновения, чтобы посетить учреждения Пенсионного фонда Украины. С 21 декабря 2018 года в очередях скончалось 13 пожилых людей. Пункт 9 Минских договоренностей. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и так далее. Что происходит на самом деле? Что в реальности? Украина уклоняется от конкретных шагов на основе прямого диалога с Донецком и Луганском по достижению всеобъемлющего политического урегулирования и тем самым препятствует созданию предпосылок для восстановления своего полного контроля над границей. Все заявления в адрес как жителей, так и руководства республик со стороны Киева вы слышали. Мне кажется, добавлять к этому ничего и не стоит. Пункт 10 Минских договоренностей гласит: вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Реалии. Украиной не обеспечен вывод иностранных вооруженных наемников и военной техники. Не произведено разоружение так называемых националистических батальонов, которые фактически были легализованы и инкорпорированы в состав вооруженных сил Украины и других силовых структур. В феврале 2019 года бывший такой батальон, а ныне полк МВД Украины «Азов» был возвращен на линию соприкосновения. Вооруженные силы Украины применяют закупленную иностранную военную технику. В январе-феврале текущего года СММ фиксировала нахождение вблизи линии соприкосновения английских БТР «Саксон». Специалисты стран НАТО обучают вооруженные силы Украины искусству войны в учебных центрах на западе, юге и центральной части Украины. Пункт 11. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию, ну и так далее. Реальность. Не обеспечено законодательное закрепление особого порядка местного самоуправления в Донбассе. Вы слышали и официальные заявления на этот счет. Особого статуса Донбасса, вот о чем идет речь, на постоянной основе соответствующий закон, хотя и принят в сентябре 2014 года, но носит временный характер, а срок его действия истекает 31 декабря 2019 года. Не вступил в силу и не применяется на постоянной основе. Киев не выполняет достигнутую лидерами нормандской четверки на саммитах в Париже 2 октября 2015 и в Берлине 19 октября 2016 года договоренность, предусматривающую введение в действие закона об особом статусе Донбасса по формуле Штайнмайера. Напомню, речь идет о том, чтобы на временной основе в день выборов местные органы власти и на постоянной основе после публикации итогового отчета БДИПЧ ОБСЕ. 24 февраля 2018 года вступил в силу закон Украины о так называемой реинтеграции Донбасса, переформатировавший силовую операцию в военную и фактически исключающий возможность политического урегулирования. 22 января 2019 года президент Украины Порошенко заявил, что на Украине, цитирую, не будет никаких автономий и специальных статусов.
Приняты и вступили в силу законодательные акты, ограничивающие предусмотренное пунктом 11 право на языковое самоопределение, законодательное ограничение использования русского языка, в том числе закон об образовании. На рассмотрении Верховной Рады находятся законопроекты, вводящие дополнительные языковые рестрикции, а именно об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Вот это реальность, которую, конечно, от вас скрывает господин Уокер. Пункт 12. На основании закона Украины о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой, Луганской и так далее. Что можно сказать? На этот счет Киев избегает, еще раз хочу сказать, и вы это знаете, прямого диалога с представителями Донбасса о модальностях проведения местных выборов, не принимает во внимание и предложения Донецка и Луганска по этому вопросу, которые передавались украинской стороне в рамках профильной подгруппы контактной группы. И завершающий пункт 13. Интенсифицировать деятельность трехсторонней контактной группы, в том числе путем создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений и так далее. Реальность. Созданы и функционируют 4 рабочие подгруппы по безопасности, политическим, экономическим, гуманитарным вопросам. Вместе с тем отчетливо прослеживается линия Киева на маргинализацию механизмов контактной группы и блокирование работы подгрупп. Все это будет опубликовано и доступно на сайте Министерства иностранных дел.